Всем доброй ночи, друзья мои. Сегодня с вами проведем интересный ритуал. И ритуал этот я назвала «Царевна Чин-Мачина». Царевна Чин-Мачина по имени Мэй, которая, естественно, славилась своей красотой, потому что по-другому быть не может. Царевны должны быть красивые, бесподобные, хорошо воспитанные, умные, ну, еще и богатые. Точнее, с богатым приданым. Так вот, царевна Чин-Мачина, прекрасная Мэй, это настоящий персонаж. Она существовала, и она вышла замуж за персидского Шахиншаха. Почему она вошла в фольклор и почему о ней столько сказаний, сказок? Причем это встречается у многих народов Востока. У одних народов одна версия, у других немного другая, но в принципе смысл один и тот же. В древние времена Китай считался синонимом богатства, славы, достатка. Выражение «богатый китаец», китайское богатство, китайский шелк, караваны Китая очень часто звучали, и шелковый путь непосредственно был связан с Китаем до определенного времени. Дело в том, что Китай начал продавать во всем мире и всем царствующим домам того времени необычную материю, необычную ткань. И эта ткань назывался шелк. И Китай никому не рассказывал эту тайну. Под страхом смертной казни нельзя было раскрывать эту тайну этой ткани. И Китай того времени обогатился именно благодаря шелку. Купцы покупали шелк у китайских купцов, везли по всему миру, продавали втридорого. Это был самый дорогой материал. Различных цветов, ярких, блестящих. И шелковые одеяния носили только богатейшие правители, императоры, цари. У некоторых государей шелк вообще был запрещен у всех и для всех, кроме их августейшей натуры. Хочу вам сказать, что фиолетовый цвет, который называли багряница, но позже багряницу начали красить и в ярко-красный цвет. Но изначально багряница – это фиолетовый цвет. Фиолетовый цвет получали из морских ракушек. И даже если человек был очень богатый и мог позволить себе купить такого цвета ткань, это еще не говорило о том, что он имел право носить. Фиолетовый цвет считался цветом избранности и цвет правящего дома. Этому правилу придерживались византийские императоры, а позже, когда Византия пала под натиском османов, этот закон очень долго действовал в династии Али-Осман. И точно так же только членам семьи султана разрешалось носить фиолетового цвета одеяния. И то самым ближайшим родственникам, не двоюродным, троюродным, а непосредственно это сестра, дети сестры, братьев они не оставляли в живых, потом начали оставлять.
И этим братьям было запрещено носить, поскольку они не имели права претендовать на престол. Это весьма интересные очень исторические факты. Так вот, шелк обогатил Китай. И шелковый путь назвали именно в честь этого материала, этой ткани. Потому что в основном возили шелк караванами. Ну, естественно, и явства возили, и золото, и украшения, но изначально эта дорога была для шелка. И шелковый путь проходил через Кавказский хребет, потом через закавказские страны, через Персию, Римскую империю, Византию, через арабские страны, позже возникшие. Шелковый путь имеет огромную историю, более 1200 лет. Так вот, что случается? Никто не мог догадаться, как получается шелк, каким образом. И близко никто не знал эту тайну, кроме Китая, кроме избранных мастеров Китая, которые даже своим гражданам эту правду не открывали. И вот выходит замуж дочь китайского императора, царевна Мэй, за персидского шахиншаха. И везут богатые убранства, караваны, груженные золотом, серебром, каменями, жемчугами, одним словом, достойные дары дочери, то есть императора, своему супругу. Приданое везут в Персию. Однако Мэй хочет еще один незаменимый подарок сделать своему супругу. И в своей высокой прическе прячет коконы. Коконы шелкопряда. Прячет в волосах и перевозит с собой. И после этого в Иране появляется персидский шелк. И Иран становится конкуренткой Китая в этом производстве. Вот таким образом царевна Мэй, отчасти предав все-таки свою родину и передавая секрет, тайну шелка своему мужу, пускай супругу, в любом случае она перевозит с этими коконами вместе в Иран новое искусство. Нечто новое и экономически важное для Ирана – шелк, который Иран потом получает, обрабатывает, улучшает и начинает продавать во всем мире. Появляется иранский шелк. Так что это весьма интересно. И поэтому про эту легендарную царевну из Китая, которая перевезла в своей прическе шелк, выходя замуж за иранского шаха, которая возила огромные богатые караваны, тем самым символизируя богатство Китая, она вошла в эти легенды, сказки, рассказы народов Востока. О ней есть сказки у пехлевицких народов, сказки у народов Афганистана, которые отчасти и составляет ираноязычное население. Сказки есть у персов, у армян. И у тюркских народностей появилась сказка про царевну Чин-Мачина. Чин – Южный Китай, Мачин – Северный Китай. Но у восточных народов вследствие, скажем так, деформации, вследствие искажения слов, которые происходят со многими понятиями и словами за тысячелетия, Китай стали называть Чин-Мачин. И вот
чин-мачин. Символ богатства, достатка, имущества, тайны, секретов, которые могут дать человеку внезапные способность и помощь разбогатеть, потому как вот секрет, который прекрасная Мэй преподнесла своему мужу, дал возможность империи, в которой она пришла главенствовать, да, править, стать царицей, правительницей. Этот секрет дал целой империи возможность разбогатеть за очень короткое время. Так что она является символом быстрого богатства, быстрой удачи. Удачи, которая из ниоткуда пришла. Ведь царь Персии не просил ее об этом наверняка. Они не виделись, раньше не виделись невеста и жених, особенно у таких правящих домов. Их знакомили в день свадьбы, можно сказать. Их отправляли друг к другу, и даже не видели они в глаза друг друга. И переписка запрещалась с мужчиной, который еще не стал твоим мужем. И навряд ли персидский шах вообще понятия имел, как производится шелк, чтобы просить. Но хитрая царевна решила, что раз уж она уходит из отчего дома, то почему бы с собой не захватить тайну, которая обогащает дом ее отца? Пусть эта тайна теперь обогащает дом ее мужа. То есть внезапное богатство, неожиданное, которое, можно сказать, упало с небес, как манна небесная на Персию с помощью этой царевны. Вот она носитель внезапной удачи и богатства. И поэтому в некоторых заговорах говорилось о богатстве чин-мачина. У меня есть заговор чин-мачин, именно тоже как бы затрагивающие богатство Китая. Но здесь я хочу немного по-другому сделать и подробно объясняя, откуда это возникло, этот термин, и почему именно так называется, и почему караван царевны Мэй считался носителем внезапной удачи и богатства. И почему с этим караваном связывали свои мечты, желая, чтобы этот караван пришел в их дом, а не в Персию ушел. Я вам говорила, что заговор создает некий иллюзион, то есть иллюзорный мир. Мир придуманный, но мир, который живет в другом измерении, в нашем подсознании, и потом это все переносится в реальность. Вот мы сейчас с вами, созданный в голове, в подсознании мир, перенесем в реальность. Вот идет она своим караваном, груженный всякими богатствами. А мы попросим, чтобы духи, это виртуальный этот караван, который мы создали в голове, который был реально, он связан с реальностью, с догмой, с догматом. Реально была такая царевна, и действительно она реально вышла замуж, и реально она возила огромное богатство в дом своего мужа. Поэтому эту реальность, которая действительно имела место быть, мы связываем со своей мечтой, желанием и просим силы мироздания, чтобы это богатство и этот караван ушли не в Персию и не Шахиншаху, а в наш дом. Мы направляем этот поток в наш дом. Как провести этот ритуал? Вы можете создать такой прекрасный алтарь и, естественно, провести. Но вы можете просто разложить атрибуты богатства. Потому что объясняю, что если вы хотите, чтобы ваше имущество приумножалось, вот вы заметьте, каждый раз, когда вы делаете ритуал, например, делали ритуал, начали делать ритуалы год назад, у вас было несколько колец, вы разложили деньги, монеты, провели ритуал. Через некоторое время, через месяца 3-4, вам нужно снова какой-то ритуал такой хотите провести, денежный. Ну, правда, имея в виду не заговоры читать, просто ритуал провести. Вы раскладываете на алтарь, и вы видите, что у вас уже не несколько колец, а целый сундук. И денег намного больше стало. Вы провели этот ритуал. Через некоторое время опять вам хочется сделать такой интересный, красивый ритуал для себя, притянуть богатство. Вы раскладываете на алтарь, видите, что у вас еще и шубы стало несколько. И несколько уже сундуков с вашими украшениями. И вам еще сундучок нужен, потому что наполняется все.
и что у вас уже денег еще больше, и на алтаре не помещается это все раскладывать. И вот так приумножается. Почему? Потому что вы каждый раз, проводя ритуалы со своими украшениями, атрибутами богатства, притягиваете новые. Для того, чтобы они притянули себе новые, скажем так, украшения, новые деньги. Они должны в этом пространстве быть, понимаете? Они должны энергетически здесь присутствовать и к себе, на себя тянуть. Мы их каждый раз как, вот если уж сравнить с тем понятием, что вам более понятно, освещаем их каждый раз. Вот отсюда понятие освещения. Мы даем им новую энергию, новую силу собрать богатство нам в сундуки. И каждый раз, когда мы вытаскиваем, раскладываем, начитываем, в следующий раз их еще больше становится. Заметьте, просто так читать, да, можно просто так читать, но сработать не так уж сильно, как хотелось бы. А вот когда вы читаете действительно на богатство, каждый раз это богатство притягивает новое богатство, новое, 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 и без конца и края. То есть мы даем энергию богатства, удачи, достатка, новую энергию вдыхаем в это имущество, и оно приумножается. Я надеюсь, теперь поняли, о чем речь. Итак, начнем. Разложили алтарь. Здесь я создала некую такую реальность каравана и верблюдов, окруженных богатством. И символ Китая – дракон, причем голубой дракон, поскольку Китай считается поднебесной, да, потом Японию начали так называть. Изначально так назывался Китай, Поднебесная империя. Собственно говоря, вы можете монеты разложить, камни, вы можете делать какое угодно, то есть как ваша фантазия позволит, но самое главное, чтобы здесь были атрибуты богатства. Они нужны здесь, чтобы показать силам, куда вы хотите притянуть новое богатство. Деньги к деньгам идут, знаете, богатство к богатству. Это же не просто так. Так вот, вот показываю, как, например, я оформила алтарь. Я раньше носила жемчуг, как-то потом через некоторое время как-то это дело забросила. Но сейчас мне опять захотелось обновить. Ну, каждый возраст, он диктует как-то свои правила, меняется предпочтение. А может, уже скучно носить как бы, ну, одинаковый металл, хочется что-нибудь поменять, чтобы снова захотелось обновить и носить вновь серебро, золото, там, белое золото и так далее. Итак, заговор. Заговор читается 4 раза на, скажем, богато оформленный алтарь, желательно. Разложите на алтарь то, что у вас есть, оно приумножится. Этот заговор на приумножение. Я на днях хотела снять, все тянула. Даже сказала там, написала, что я хочу еще один дать заговор чин-мачин. Но сегодня решила снять. Потому как я потом забываю, что сняла, чего не сняла, одним словом. Планирую, потом столько дел, что могу закружиться и забыть. Итак, начнем. Царевна Чин-Мачина, прекрасная дева Мэй, замуж шла с почетом за Шахиншаха персов. Везла с собой приданое, богатый караван, груженный златом, шелком и мехами, алмазом, бирюзой и жемчугами. Сундуки у нее дубовые, в сундуках золотые динары, ткани Индостана и серебро Кавказа, золотая посуда из Бадахшана, сталь из Дамаска, гоухар и янтарь. Царевна Чин-Мачина везет свое приданое, 1000 верблюдов, сотни белых слонов,
на себе несут великое богатство. О древние духи, направьте тот караван не к шаху в палаты, а в мою хату. У шаха и так добра навалом, а мне это богатство нужнее. Духи, у царевны Чин-Мачина богатство заберите. И меня, имя ваше название, и меня, Ингу, этим добром наградите. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Царевна Чин-Мачина, прекрасная дева Мэй, замуж шла с почетом за Шахиншаха персов. Везла с собой приданое. Богатый караван, груженный златом, шелком и мехами, алмазом, бирюзою и жемчугами. Сундуки у нее дубовые, в сундуках золотые динары, ткани Индостана и серебро Кавказа, золотая посуда из Бадахшана, сталь из Дамаска, каухары и янтарь. Царевна Чин-Мачина везет свое приданое. 1000 верблюдов, сотни белых слонов на себе несут великое богатство. О древние духи, направьте тот караван не к шаху в палаты, а в мою хату. У шаха и так добра навалом, а мне это богатство нужнее. Духи, у царевны Чин-Мачина богатство заберите, и меня, Ингу, этим добром наградите. Ключ, замок, язык, заклинаю. Знаете, как оно сработает? К вам будут идти внезапные дары, внезапные деньги, премии, благодарности, заказы. То есть вы у нее забрали и к себе прилепили, себе отдали. В заговорах вообще эти слова «у того берите, мне отдайте», «с него отлепите, мне прилепите» и так далее, они имеют особое значение, особую силу, особый ключ. Правда, не нужно не впопад это говорить, нужно это связывать с другими ключами, но это проверено. Вот данные слова «заберите, мне отдайте», «отберите, мне прилепите» срабатывают как-то очень сильно. Поэтому, естественно, сюжет нужно подвести к этому, но это очень сильно работает. Вот именно таким образом. Внезапными дарами, деньгами, внезапными прощают долг, внезапно еще что-нибудь. Выгода, удача начинает приходить. То есть быстрее, чем ожидалось. Начнем. Царевна Чин-Мачина, прекрасная дева Мэй, замуж шла с почетом за Шахиншаха персов. Везла с собой приданое. Богатый караван, груженный златом, шелком и мехами, алмазом, бирюзой и жемчугами. Сундуки у нее дубовые, в сундуках золотые динары, ткани Индостана и серебро Кавказа, золотая посуда из Бадахшана. Да что я все время не... Бадахшана, фу ты, тяжело произносить. Сталь из Дамаска, каухара и янтарь. Царевна Чин-Мачина везет свое приданое. 1000 верблюдов, сотни белых слонов. На себе несут великое богатство. О древние духи, направьте тот караван не к шаху в палаты, а в мою хату. У шаха и так добра навалом, а мне это богатство нужнее. Духи, у царевны Чин-Мачина богатство заберите, и меня, Ингу, этим добром наградите. Ключ, замок, язык, заклинаю. И еще раз. Царевна Чин-Мачина, прекрасная дева Мэй, замуж шла с почетом за Шахиншаха персов. Везла с собой приданое. Богатый караван, груженный златом, шелком и мехами, алмазом, бирюзой и жемчугами. Сундуки у нее дубовые, в сундуках золотые динары, ткани Индостана и серебро Кавказа, золотая посуда из Бадахшана, сталь из Дамаска, гаухары и янтарь. Царевна Чин-Мачина везет свое приданое. 1000 верблюдов, сотни белых слонов. На себе несут великое богатство. О древние духи, направьте тот караван не к шаху в палаты, а в мою хату.
У шаха и так добра навалом, а мне это богатство нужнее. Духи у царевны чин-мачина богатство заберите, и меня, Ингу, этим добром наградите. Ключ, замок, язык, заклинаю. Пусть удачливость царевны Мэй перейдет и к вам. Пусть духи забирают ее богатый караван и приводят этот караван к вашему дому. Желаю вам удачи и всех благ.